Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео я хочу вам немножко рассказать и показать процесс. Я начала новый проект, у меня в качестве пряжи выступает карачаевская пряжа, обзор на нее вы могли видеть на моем канале, если нет, то посмотрите. Вот из недавней поставки как раз я выбрала два цвета, один белый, другой хаки, тот самый хаки, который вы могли видеть вживую у меня в мастерской или в видео я вам тоже его показывала. Вот, собственно, этот хаки. Ну, примерно даже телефон правильно его передает, камера. То есть он не такой темный, как обычно бывает хаки. Он скорее такой очень благородный, темно-травяной. Вот здесь он уже сильно темнее кажется вам через камеру телефона. Вот здесь его естественный вид. И к нему в пару у меня белый, то есть не молочный, который я раньше использовала, а прям чисто белый. И я эту пару взяла для своего нового проекта. Это будет плед с довольно широким раппортом, но при этом геометрически правильным. То есть никаких плавных линий не будет. Будет объемный рисунок такой с 3D-эффектом. Я такие люблю. Скоро, когда он будет уже виден, когда я свяжу раппорт в высоту, я вам его покажу. Итак, поскольку вы часто спрашиваете, какими инструментами я пользуюсь и как я вообще упрощаю себе работу, вот как раз я вам и покажу сейчас. Ну, во-первых, иногда я использую маркеры. Вот такие вот маркеры. Я их вешаю, когда у меня большие раппорты. То есть, вообще, во-первых, когда длинное полотно, вот большой плед, и широкие раппорты. В данном случае я такими маркерами помечаю себе середину каждого раппорта, чтобы понимать, вот у меня еще одна середина, чтобы понимать, где я нахожусь, и чтобы контролировать дополнительно, правильно ли выглядит рисунок, все ли хорошо. Вот у меня 3 таких широких раппорта, соответственно, 3 маркера. Что еще? Еще вы можете заметить у меня на руке кольцо. Вот такое вот волшебное кольцо. Как выяснилось, те, кто занимаются шитьем, знакомы с этим гаджетом. Он, как правило, используется швеями. Швеями. Ну, в общем, теми прекрасными людьми, которые шьют. Я же его использую вместо ножниц, очень удобно. Это прямая обрывная мозаика, поэтому, когда я дохожу до конца ряда, мне не нужно искать ножницы, особенно если я не дома, например. Вот, я просто беру и в нужном месте отрываю нить. Получается очень быстро и комфортно. Единственная засада, что иногда я забываю его снять, так выхожу на улицу. Вот, тут надо, конечно, следить. Да, и еще есть одна засада, по волосам проводить рукой с этим кольцом тоже опасно, может быть, если они у вас особенно длинные. Так, что еще? Еще я пользуюсь методом парковки очень часто. Что такое метод парковки? Это когда вы вяжете одновременно несколько рядов. Я редко вяжу все-таки больше, чем 2 ряда одновременно, потому что если вязать больше, чем 2 ряда, это надо иметь, соответственно, больше клубков, много клубков мне уже не нравится. Вот у меня 2 клубка, соответственно, я вяжу 2 ряда. То есть вы можете видеть, что вот у меня, да, 2 петли таких вытянутых. То есть я начала, вот начало ряда, я начала вязать горчичным, в смысле хаки, довязала, да, половину раппорта, вытянула петлю, вынула крючок, присоединила белый цвет, начала вязать белым цветом. Зачем мне это нужно делать? Затем, что таким образом я могу сразу увидеть, если вдруг я совершила в предыдущем ряду ошибку. То есть я вот так вот по ходу дела сразу 2 цветами быстро вижу развитие рисунка. Если я в этом ряду хаки, да, уже где-то не так связала, то я быстро могу распустить, провязать правильно и тут же нагнать уже следующим цветом. Чем больше у вас цветов, тем быстрее на самом деле идет процесс вязания, потому что вы же не захотите оставлять всю эту кучу клубков до следующего своего раза, поэтому вы, конечно же, будете каждый раз по эти 4 ряда довязывать. И у вас шаг вязания получится не рядок связала и пошла поспала, а 4 ряда хотя бы связала и пошла поспала. Это действительно увеличивает скорость. Но мне больше в этом способе нравится не скорость даже, а исправление ошибок сразу же. Как вариант еще можно, например, вязать до конца ряд, но не обрезать нить, да, и дальше провязывать следующий и обрезать ту нить только в том случае, если вы убедились, что рисунок складывается и все в порядке. Повторю, если вы не знакомы с методом парковки, если хотите поподробнее посмотреть, как это все происходит, у меня на канале есть видео, в описании ссылку на него тоже поставлю. Ну и, наверное, нужно сказать про крючок. Я часто вяжу либо крючком кловер, либо крючком тулип. В данном случае это номер 9, порядковый, да, а толщина 5,5 миллиметров.
Ну, как мы с вами уже много раз обсуждали, что толщину, размер крючка вы выбираете, исходя из своей плотности вязания, исходя из той плотности, которую вы хотите получить в полотне. Когда меня спрашивают, каким крючком я вяжу, я чаще всего вяжу либо 5, либо 5,5, потому что, в принципе, я вяжу из довольно толстой пряжи. Да? То есть, ну, в данном случае эта пряжа примерно 210 метров на 100 грамм. Она сравнима по толщине с буркумом, может даже чуть потолще. Соответственно, это я вас сейчас обманула, кстати. Ну, Карачаевская говорит, что у них в 100 граммах 170 метров, вот эта вот трехнитка. Но я бы сказала, что по толщине она чуть толще, чем буркум. Буркум 210. В общем, мне нравится то полотно, которое получается из такой пряжи и крючком 5,5. Оно удовлетворяет абсолютно всем моим желаниям. Оно в меру пластичное, не рыхлое, не слишком плотное. Чтобы подобрать крючок под вас, под ваши руки, под ваши пожелания, нужно связать образец с несколькими крючками. То есть вы сначала вяжете одним крючком, потом меняете крючок на больший, потом на меньший. И растягиваете полотно, смотрите его на ощупь, понимаете, какой вам крючок больше подходит для ваших задач. И в завершении хотела еще отметить вот что. Про карачаевскую пряжу. Вот что обнаружено у меня в цвете хаки. Вот на белом будет видно хорошо, видите? Вот это вот. Значит, в этой пряже бывает такое. Раньше я такое видела в молочном цвете, теперь вот увидела в хаке. То есть что происходит? Это трехнитка. Одна из нитей где-то оборвалась. И вот немножко вот вытянулась. И дальше по нити тянется вот таким вот образом. Ну, я что делаю в таких случаях? Я ее стараюсь так немножко равномерно, да, растянуть. И дальше уже в процессе вязания, уже в полотне незаметно, то есть ничего там не торчит. Но если вдруг вас это беспокоит, то можно сделать как? Можно этот излишек вытянуть, этой нити. Да, вот он, там излишек. И обрезать этот кусочек, ну и дальше уже, то есть у вас тогда на каком-то участке небольшом будет 2 нити. В данном случае это не критично, потому что она в принципе толстая, не будет заметно, что слишком сильно утончается нить. Но вот имейте в виду, да, вот в хаке я такое встретила. Наверняка это есть и в других цветах, но очевидно это особенности производства данной пряжи. Конечно, в буркуме вы, наверное, такое вряд ли увидите. Вот, просто хотела вас предупредить. Вот такие дела. Как только рисунок будет виден, покажу вам, что получается. Что я хотела еще сказать вам? Да, я хотела сказать что-то про тулип, что действительно тулип у меня сейчас выигрывает по отношению к кловеру, потому что, конечно, я уж не знаю за счет чего, но явно не за счет ручки, видимо, за счет вот этой части. Какая-то она прям супер гладкая, что ли. Или, может, головка какая-то супер удобная. Но, правда, вяжется гораздо приятнее и быстрее. Не знаю, скользит лучше, что ли. Не знаю. Но, опять же, это дело вкуса абсолютно. Пробуйте, смотрите. Крючки дорогие, поэтому тут уж нету четкого рецепта. Не могу вам сказать, что вы его купите, потратите эти деньги, он вам точно зайдет. Надо пробовать. Кому-то очень заходит, кому-то и гаммой удобно вязать. Напишите, кстати, пожалуйста, в комментариях, какими крючками вам удобнее всего вязать. Будет интересно очень. Вот, спасибо большое. Приятного вязания мне, приятного вязания вам и будьте здоровы!